В этом ролике я расскажу о базовых моментах в повышении продуктивности на работе, касающихся твоего здоровья, ментальности и концентрации. Изучив ролик, ты сэкономишь массу сил и при желании повысишь работоспособность всего за 3 месяца. Полезные ссылки под роликом. Ты на канале Развиватор. Погнали! Мотивация. Главное в росте продуктивности – это мощное желание ее увеличить. Продуктивность и работоспособность я считаю равнозначными. В своей карьере инженера технической поддержки я работал со студентами-магистрами и быстро сделал вывод, что они не горят желанием работать и расти профессионально. Основной проблемой в руководстве ребятами было правильно замотивировать их на результат. Я старался их мотивировать на скорейшее освобождение от работы за счет быстрого выполнения плановых задач. Это сработало. Вывод такой. Для роста продуктивности ты должен правильно мотивировать. Для этого следует хорошо знать триггеры, воздействие на которые повлияет на рост мотивации, продуктивности как самого себя, так и твоих коллег. Здоровье и отдых. Скажу банальную вещь. Если с твоим телом, психикой непорядок, ты на стрессе, у тебя развод, неурядицы, то говорить о продуктивности сложно. Первая задача, которую стоит решить, это наладить режим сна и отдыха на неделю. Ложиться и вставать в одно время, завести ритуалы перед сном и утром. Утром перед работой советую не перегружать себя. Я, например, исключил тренировки или утренний бег перед работой. Вторая задача – это завести привычку отвлекаться и восстанавливаться после работы. Каким бы ты ни был трудоголиком, организму нужно давать отдых. А лучший отдых – это смена вида деятельности. Больше спи, проводи время в живом общении, на природе или за любимым хобби. Если у тебя нет девушки, выбери самый комфортный способ знакомств и ходи на свидание. Это намного полезнее и приятнее, чем искать утешение в бутылке, бесконечной работе или играх. На рабочем же месте не отвлекайся, делай перерывы каждые 30-40 минут. Такой метод называется техникой помодоро. Оптимальная концентрация на рабочих задачах в течение дня и короткие периоды отдыха и расслабления – вот мой личный совет для повышения продуктивности в работе и личных делах. Уменьшить негатив. Важнейшим условием повышения продуктивности является уменьшение стресса на работе и в личной жизни. Хронический стресс может ослабить психику и привести к серьезным заболеваниям. Совет такой – ограничь общение с людьми, которые источают негатив в твою сторону, каким бы важными они ни были для тебя. Знаю, это чертовски тяжело. Попробуй выйти на откровенный разговор с ними и честно признайся, что собираешься уменьшать количество контактов. Не реагируй на каждый выпад в твою сторону от коллег или близких, но не прощай реальные обиды. Также поддерживай физическую активность в течение недели, выбери оптимальную нагрузку и не убивай себя в зале или на татами. Тебе нужно восстанавливать энергию, а не тратить ее зря. Ограничь раздражители. В дополнение к предыдущему пункту скажу, что если количество отвлекающих факторов во время работы или домашних дел превышает некий лимит, то работать эффективно просто невозможно. На работе в период активной фазы повышенной концентрации в течение получаса я не отвлекался ни на что, кроме рабочих задач. Я откладывал смартфон, не сидел в интернете, не смотрел новости и не отвечал на личные сообщения. Если в твоем браузере слишком много лишних вкладок, тебе постоянно пишут родные или кто-то не по работе, то концентрация закономерно снизится. Ты будешь совершать ошибки, а качество работы ухудшится. Примени в течение нескольких месяцев мои советы и дай обратную связь в комментариях. Рабочая коммуникация. Лично для меня сложным вопросом всегда была коммуникация на работе и не только. Знаю, у многих есть сложности в завязывании контактов. Особенно это справедливо для постсоветских сообществ. Совет такой. Изучи методы эффективной коммуникации.
Признай, что у тебя, возможно, есть проблема в налаживании связей. Поработай над собой. Умело балансируй между доброжелательностью и способностью защищать свои интересы. Перекос в любую сторону будет фатальным. Далее поделюсь личным опытом и наблюдением. Если начальник не может четко поставить задачу и дать критерии оценки твоего труда, то говорить о высокой продуктивности не приходится. Узнай это максимально заранее в начале трудоустройства. Если результат непонятно как оценивать, то у работника нет мотивации улучшать свои навыки. По личному опыту отмечу, что такой подход может быть как вреден, так и выгоден некоторому типу руководителей. Могут возникать неприятные и несправедливые ситуации, когда руководство нападает на сотрудника с необоснованными претензиями к качеству его работы. Причем часто бывает, что большая часть претензий либо надумана, либо основана на неких новых правилах игры, а также на новых, неизвестных ранее сотруднику, критериях оценки работы. На позиции инженера технической поддержки у меня был некий похожий случай. Только после того, как я потребовал четко поставить задачу, дедлайн и описать, что конкретно хочет видеть начальник, в качестве конечного результата я смог нормально выполнить задачу. Друг, наше время, увы, подходит к концу. Жди следующего ролика в этом плейлисте, где я дам минимум 5 полезнейших офисных инструментов для повышения продуктивности. Это канал о честном саморазвитии «Развиватор». И помни, в темные времена решает светлая голова.